Зима в горах не прощает ошибок, но и дарит пейзажи невероятной красоты. В тот раз мы с друзьями разбили лагерь на высокогорном плато у самого края замерзшего озера. Место было величественным, идеально ровное ледяное зеркало, окруженное чистоколом вековых елей, и тишина, от которой звенело в ушах. Утром, когда солнце только начало золотить вершины, я вышел к берегу набрать чистого снега для чая. Воздух был морозным и колючим. Я посмотрел на озеро, оценивая толщину льда, и вдруг заметил нечто странное. Метрах в 50 от берега, там, где ледяная корка казалась чуть темнее, что-то едва уловимо двигалось. Сначала я подумал, что это игра света или тень от облака, но ветра не было. Я прищурился. Темное пятно снова дернулось, и я отчетливо увидел всплеск воды. Сердце пропустило удар. Кто-то провалился. «Ребята!» — крикнул я, бросая котелок. «Все сюда! Срочно!» Не дожидаясь ответа друзей, я осторожно ступил на лед. Он отозвался низким утробным гулом, но выдержал. Я двигался скользящим шагом, стараясь распределять вес, но чем ближе я подходил, тем отчетливее становилась картина трагедии. В полынье, окруженной осколками тонкого льда, барахталось огромное животное. Его золотисто-бежевая шкура намокла и потемнела, сливаясь с черной водой. Пума, горный лев, один из самых скрытных и опасных хищников этих мест. Зверь уже почти не боролся. Его массивная голова лежала на кромке льда, передние лапы бессильно царапали скользкую поверхность, а задняя часть тела была полностью погружена в ледяную воду. Глаза хищника были полузакрыты, остекленевшие от переохлаждения. Он умирал. Страх? В тот момент его просто не было. Инстинкт самосохранения отключился. Я видел перед собой не убийцу, а живое существо, попавшее в смертельную ловушку. Я подполз к самой полынье. Лед здесь был предательски тонким, трещал и прогибался под моим весом. Пума даже не повернула головы. От ее носа исходили редкие, слабые облачка пара. Жизнь едва теплилась в могучем теле. «Держись, приятель», — прошептал я, чувствуя, как адреналин бьет в виски. Я понимал. Одно неверное движение, и я окажусь в воде вместе с ней. Я сделал выпад вперед, упал на живот и вцепился руками в мощные передние лапы зверя. Они были ледяными и тяжелыми, как гранитные глыбы. «Давай!» — рыкнул я сам себе, упираясь сапогами в ледяные неровности. Я потянул изо всех сил. Мышцы спины заныли от напряжения. Пума была невероятно тяжелой. Мокрый мех тянул ее вниз, в черную бездну. Лед под моими локтями хрустнул, выступила вода. На секунду мне показалось, что я не справлюсь. Но тут подоспели друзья. «Не подходите близко!» — крикнул я, не разжимая рук. «Лед не выдержит всех!» Сергей, самый легкий из нас, плашмя пополз ко мне и схватил меня за ноги. «Тянь его!» — скомандовал он. Вдвоем дело пошло быстрее. Рывок, еще рывок. С хлюпающим звуком тело пумы выскользнуло из ледяного плена на твердую поверхность. Она не двигалась. Огромная кошка лежала на боку, бесформенная и жалкая. Вода стекала с нее ручьями, мгновенно превращаясь в кристаллы льда. «Она не дышит?» — с ужасом спросил подоспевший Андрей. «Еле-еле», — ответил я, быстро ощупывая грудную клетку зверя. Сердце билось редко, с перебоями, словно старые часы, у которых кончается завод. Надо срочно в тепло. Мы действовали как единый механизм. Забыв о том, что перед нами опаснейший хищник, мы подхватили обмякшее тело. Это было непросто. Взрослый горный лев весит немало.
Скользя и падая, мы дотащили его до машины, загрузили в багажник, укрыли спальниками и включили печку на полную мощность. До ближайшей ветеринарной клиники было 2 часа езды. Я сидел в багажнике, растирая окоченевшие лапы Пумы, пытаясь вернуть кровообращение. «Ну же, не умирай!» — шептал я, глядя на неподвижную морду. «Ты же царь гор! Ты не можешь так просто сдаться!» В клинике нас уже ждали. Врачи, увидев пациента, на секунду остолбенели, но профессионализм взял верх. Пуму увезли в операционную. Час ожидания показался нам вечностью. Мы сидели в коридоре, грязные и мокрые, и молчали. Наконец вышел врач. «Жить будет. Вы вовремя успели. Еще пара минут в воде, и сердце бы остановилось». Нас пустили к нему, когда он пришел в себя. Огромный кот лежал в клетке, укрытый термоодеялами. Услышав шаги, он открыл глаза. В них не было агрессии или дикой ярости, в них была усталость и понимание. «Привет, бродяга», — тихо сказал я через решетку. Пума лишь дернула ухом. Следующие 2 дня мы практически жили в клинике. Зверь восстанавливался удивительно быстро. Его молодой организм жадно впитывал тепло и заботу. Самым удивительным было его поведение. Дикий хищник вел себя смирно, как домашний кот. Он позволял ветеринарам делать уколы, не рычал, когда я заходил его кормить. Я подносил куски мяса к его морде, и он брал их аккуратно, стараясь не задеть пальцы клыками. Я гладил его по жесткой шерсти, шептал слова ободрения, а он прикрывал глаза, издавая глубокие вибрирующие звуки. Мы назвали его Лео. К концу 2-го дня Лео преобразился. Шерсть высохла и заблестела, глаза приобрели янтарную яркость и внимательность. Он начал вставать и изучать клетку. Стало ясно — пора прощаться. Клетка для него — тюрьма. Мы отвезли его обратно к лесу, недалеко от того самого озера. Я открыл багажник. Сердце сжалось. Лео не выскочил пулей. Он медленно спрыгнул на снег, потянулся и посмотрел на меня. Этот взгляд длился несколько секунд, но в нем было сказано больше, чем можно выразить словами. Это был взгляд равного на равного, без страха, без злобы. Затем он развернулся и мягкой походкой направился к чаще. Через мгновение его золотистая шкура исчезла среди деревьев. «Прощай», — прошептал я, — «береги себя». Я был уверен, что это наша последняя встреча. Мы вернулись в город, жизнь потекла своим чередом. Но иногда по ночам мне снились эти янтарные глаза. Прошло 3 месяца. Весна в горах только вступала в свои права. Мы с той же компанией отправились в новый поход, выбрав более дикий маршрут в нескольких десятках километров от места спасения Лео. День прошел отлично, но к вечеру мы сбились с пути, решив срезать через старую просеку. Сумерки сгущались, и лес вдруг затих. Птицы перестали петь. Воздух стал тяжелым. «Ребята», — напряженно сказал Сергей, — «кажется, мы тут не одни». В кустах замелькали серые тени. Мы остановились, сбившись в кучу. Из-под леска начали выходить волки. Это была целая стая. Штук 7 или 8. Худые, с горящими голодными глазами, они окружали нас полукольцом, прижимая к скалистому обрыву. Вожак, крупный серый зверь с порванным ухом, вышел вперед и оскалился. Низкое рычание завибрировало в воздухе. У нас не было оружия. Только туристические ножи, которые против стаи волков были бесполезны. Отчаяние холодным комом подступило к горлу. Я понимал — это конец. Вожак припал к земле, готовясь к прыжку. Его мышцы напряглись, как стальные пружины. И в этот момент тишину разорвал звук, от которого кровь застыла в жилах даже у волков. Это был не лай, не вой.
Это был громоподобный яростный рев, полный первобытной мощи. С вершины скалы над нашими головами метнулась вниз огромная тень. Тело ударилось о землю с тяжелым стуком прямо между нами и стаей. Пыль взметнулась вверх. Это был горный лев. Он стоял в боевой стойке, выгнув спину, шерсть дыбом, из пасти вырывалось угрожающее шипение. Он был огромен и страшен в своем гневе. Волки опешили. Вожак отшатнулся, поджав хвост. Связываться с разъяренной пумой, хозяином этих мест, ради сомнительной добычи было самоубийством. Волки — умные звери. Вожак коротко тявкнул, и стая, поджимая хвосты, мгновенно растворилась в лесу, словно их и не было. Лев остался стоять, глядя им вслед, пока запах врагов окончательно не исчез. Мы стояли, боясь пошевелиться, не веря в свое спасение. Зверь медленно повернулся к нам. Напряжение покинуло его тело. Он расслабил мышцы, и я увидел знакомый золотистый оттенок шкуры. Он сделал шаг ко мне. Друзья в страхе попятились, но я остался на месте. Он подошел вплотную. Я чувствовал жар его тела. Он поднял голову и посмотрел мне прямо в глаза. «Лео?» — выдохнул я. Он узнал меня? Я видел это. В его взгляде была та же благодарность, что и 3 месяца назад. Я медленно протянул руку и коснулся его лба, проведя ладонью по густой шерсти. «Спасибо, брат», — прошептал я. Голос дрожал. «Теперь мы квиты». Лео коротко фыркнул, ткнулся мокрым носом в мою ладонь, словно ставя печать на нашем договоре, и, развернувшись, бесшумно скользнул в темноту леса. Мы стояли молча еще долго после того, как он ушел. Адреналин отступал, уступая место невероятному теплу в груди. В тот вечер у костра мы говорили не о страхе смерти, а о чуде жизни, о том, что добро, брошенное в воду, иногда возвращается, чтобы спасти тебя самого. Эта история навсегда изменила меня. Я понял, что язык доброты универсален. Его понимают и те, кто ходит на 2 ногах, и те, кто крадется на мягких лапах по заснеженным вершинам. Дорогой друг, спасибо, что дочитал эту невероятную историю до конца. Мир полон удивительных вещей. Если эта история тронула твое сердце и заставила поверить в силу добра, пожалуйста, поставь лайк и подпишись на наш канал. Впереди нас ждет еще много удивительных приключений. Берегите природу и друг друга.